Всем привет, это Вадим. Сейчас увидите подборку интересных, прикольных, местами дорогих, местами не очень, местами очень смешных вещей. Так что смотрите, много интересного. Каждый день пятница, тяпнется. Это что, из серии TGIF там вечером, когда в пятницу, так сказать, гуляют, что, каждый день, что ли, квасить? И твоя лучшая жизнь сейчас. Ну, это известный товарищ, один из апологетов так называемого Евангелия благополучия, Джоэл Остин. По-моему, в Хьюстоне или в Остине у него такая мега-церковь. Понятно. Когда читаешь такие книги, самый основной вопрос, где тут будут сбор денег? Где скажут, что приносите это, заройте ваши денежки. Заройте в землю где? Да. То есть сразу ясно, что обман, не сразу ясно, что где и какой именно. Библия. В Бингах валялся. Вообще позорище. 30 какой-то год. Школьное какое-то издание для воскресных школ, я так понимаю. School and Bible Reference. То есть там, кроме двух частей, еще и словарь с произношением. Красные буквы имеется в виду в словах Иисуса красным буквам. 23-й, то есть это 36-й, а изначально издание было 23-й. Индекс. Удобно, если по словам каким-то искать. В общем, старый. Очень старая. Сами видите, какая газетка. Но что меня больше всего заинтересовало, в книжке был вот такой сертификат Библии. И это, насколько я могу видеть, Хуанита Снайден получила сертификат, чтобы преподавать в воскресной школе, ну или чтобы быть сертифицированным преподавателем. И если вдруг понадобится, в 1939 году. Вот это круто. Да, интересно. Маманя скоропеюшку не взлюбила. К столу не зовет, по отчеству не величат. Такая вот потрепанная змейка. Ну это ладно. Посмотрите, какой прикол. Я так понимаю, словарь потеряли английский китайцы и назвали это Анов, что ли? Азукин. Азукин, где ваш Назукин? Да. Как же Fashion My Passion? Или что-нибудь еще из этой серии? Спорт, ходить, бегать, играть. Да, уже стали новые слова придумывать. Ну что, молодцы. Ну вот, дожили. Уже куклы для молодых блогерш. Ну, в общем, детей приучают. Это ее накрасили. И вообще, так сказать, приукрасили сережками, чем могли. То есть ребенок какой-то уже над ней поизгалялся. Да. Первый раз такое чудо мне попадается. Моя жизнь во влоге. То есть уже так с детства там живу. Ну, очередной парад лузеров. Так, FootJoy. Смотрите, новые ботинки для гольфа. И вот видите, уже пошло трещинами. Вот здесь на вот этой вот пластиковой, вот здесь вот на черной. Вон, видите, трещины. Там на это самое, на подошве. Ну, в общем, я так понимаю, что где-то лежали в какой-то очень экстремальной температуре. И, наверное, от жары вот так все и пошло. Ну, что я еще могу предположить? Хотя эко, эти хваленные эко, сами по себе разваливаются.
Это оригинальный фасон, первый раз мне такие попались. Это называется... Вот как называется. Но это на самом деле называется фигня. Вон он крошится уже. О, видите? Там крошится. Здесь крошится. То есть поступь, конечно, я так думаю, мягкая, что материал очень мягкий. Там внутри кожаная стелька, все как надо. Да. Увы, это все фигня. А вот какая классная майка. Ну супер просто. Жалко, размер не мой. Это что-то солнце или луна такой веселая с грибами. Эх. Ну просто вообще супер. Себе бы однозначно купил на перепродажу. Там хорошо, если за 9 уйдет, в лучшем случае. Да. Классно. То есть вот так мухоморчиками закинулся, а не такое еще увидишь. Родольфо Валентино. Ну, я так сразу же по виду догадался, что это не тот Валентино, который стоит бешеных денег. Насколько мне удалось узнать, Родольфо Валентино — это итальянский актер. Из каких-то древних времен, еще черно-белого кино. Ну, по качеству сразу видно. Хотя сделано в Испании. Может, я ошибаюсь, может и ничего, может и неплохо. Но, во всяком случае, на вторичном рынке народ голосует за них вяло. 20-25 и даже еще в лучшем состоянии. Так что не все то золото, что Валентино. А это прям навеяло классический сюжет. Вам мат, гоните брюки. Ставлю электробритву против пиджака и галстука. Классика жанра. А, же отбито. Это известный экстрасенс. Была когда-то. Сильвия Браун. Самый был, ну, не то чтобы прикол, но такой. Я же не знаю, как назвать. В общем, все предсказывала, там, гадала, кого, где, там, что произошло, на самом деле, если кто пропал. А потом неожиданно так, хоп, и умерла. Вот когда экстрасенс, который всем все предсказывает, умирает так резко, неожиданно. В общем, так, есть вопросы. И да, у нее там были в мошенничестве несколько случаев. Непроторенная дорога, Скотт Пек, психиатр. О, психиатр, психолог. Ну вот он может так вот даже ближе к психиатрии. Очень хорошая книжка, много изданий пережила. Даже у нее есть продолжение. Мне кажется, на русском есть. Хорошо. Отец и сын. Пытался раскопать этот бренд, что-то какой-то непонятный когда-то был. Судя по всему, все это сделано в Америке. Смотрите, новое. Маленького 7,5. 7,5, но зато утроенной ширины. Вот такой ширины. Сложно сказать, сколько это будут стоить, но мне интересно именно название «Отец и сын». Я так думаю, это что, теперь, значит, там дед и внук, сват и брат, и там и так далее. Брат и сестра. А это, оказывается, линейка одежды и обуви, где, значит, мужчине и мальчику. То есть, чтобы пацан выглядел как мужичок такой, мужичок с ноготок. Тоже уже, соответственно, вот там в таких шузах более или менее парадных, там, костюме и так далее, и так далее. Вот в чем оказалась фишка «Отец и сын». А Наташа, когда увидела «Отец и сын», она говорит, что, говорит, сын будет за отцом еще донашивать, это качество, что ли, такое? Я говорю, ну да, это точно. Отец будет носить, а сын донашивать. Да, хорошо. Вот, смотрите, как растет благосостояние трудящихся, я хочу сказать.
И это Microsoft Surface. Причем вот тут слегка отклеился. Ну, это я приклею. Самое смешное, что он включился и загрузился. Вот это вообще был прикол. В бине валялся. Это модель 1769. Ну, сейчас уже не включается, там на батарее была на последнем издыхании. Но, во всяком случае, загрузилась и так. Windows, кстати, без пароля даже. Эх, молодцы. Ну, этот зарядник заказал за $15. Ну, удавы пользуются стабильным спросом. Это от небольшого Kenmore. Это на прошлой неделе я купил, уже продан. 39, по-моему, долларов плюс пересылка. Не все удавы одинаковые. Какие-то ходят, какие-то висят. Ну, в смысле, лежат удавы, да. Понятно. Air Max. Это было в бинах в развес. Смотрите. Ну вот, ну что это такое? Издевательство, просто издевательство. То есть покрасил кто-то, или покрасила, женские, а потом решили, да ну ее нафиг, что-то как это, эти цвета, как-то они не тут, и выбросили. Спиртом, я взял, думаю, ну спиртом ототру. Не. Вот это максимум, что удалось оттереть, плюнул, запустил на местном рынке. Хотя, может, и даже и на eBay запущу. Вот такие вот художники. Делать людям нечего, а? Беру помощь зала, знатоки. Почему Лова ценится намного больше, чем Васки? Хотя по виду, в общем, те же яйца вид сбоку. Я не скажу, что прям сильно отличались. Что в районе 40 такие должны стоить. А вот чудо инженерной мысли. Ходун. Ботинки винтажные, сапоги. Он там сделан в Америке. Для байкеров, косая черта, инженеров. Вот для каких инженеров? Такие. Инженеры, которые прямо вот в таких вот ходят, куда-то инженерят. Просветите меня. Или это технически просто так называется, инжиниринг. Очень интересный расклад. А они лежали в витрине там, в Гудвилле, за $25. Я попросил показать, говорю, ну, слушайте, это, имейте совесть, ну, какие 25, вы что? Давайте, продавайте. И никого около кассы не было, а продавщица говорит, ладно, бери, говорит, по обычной. Они там пол витрины забили, раскорячились эти боты. В общем, я их купил за $6, как обычные. Это, конечно, винтаж, все как надо. Размер, правда, не очень большой, мужской 8,5, но все равно принесут. Рассчитываю полтинник. Да, прикол. Ходун. Хорошо назвали, ботинки. А еще название предлагаю. Сапоги, ботинки, хорошие ботинки. Можно черные ботинки. Ходун. Ну, не мог пройти мимо пазла. Картина очень мне нравится. Большая волна Канагавы. В Канагава, да. Кацушика Хокусай. У меня даже альбом где-то его есть. Тоже накопал в бинах. За $1 рискнул. Хотя, конечно, россыпью это чревато. Но я уже посчитал. Не хватает только одного кусочка. У меня система счета, как бы так сказать, оптимальная, и не сбиваешься со счета. Совсем один бывает. То есть, берешь, считаешь по 5. Сейчас покажу. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5. Еще 5.
Раз. Вот 10. Потом еще такую, еще такую, еще такую, еще такую. 10 штук. Получается у меня тут сотня. Все это так. Ссыпаю в отдельную кучку, ну, на столе. И вот у меня лежит сотня. Таким образом я могу всегда отвлечься, отойти или еще что-то. Я точно знаю, сколько сотен у меня уже посчитано. И как удобно. Я больше 5 не считаю. 5,5, 5,5. 10 десятков. И вот таким образом я сидел в классе. Делать было нечего. Пока у меня там тест давали. И посчитал. Но один кусочек из 1000, это, в общем, ничего страшного. Так, собирать, конечно же, я не буду. Нет, ну это не серьезно. 1000. Это приблизительно постерного размера. Там что-то 46 сантиметров на 27. И это, представляю, какой постер такой здоровенный. У нас в библиотеке, у них прям есть стол, и они пазлы там собирают. Для, как бы так сказать, успокоения нервов, что ли, или еще что-то. Я так часто захожу, и у них лежат пазлы не собранные, и они вот так собирают медленно там в течение нескольких дней. То есть, если кто-то придет там, если кому-то понадобится успокоительная какая-то терапия, вот можно так пособирать пазл. Вот я им туда его предложу, а когда соберете, сзади его скотчем приклеите, я себе его повешу. Вот так, в общем, за $1 получу себе постер в офис. Но одного кусочка не будет хватать, ничего страшного. В тысячнике один кусочек не так важен. Прикольная картинка. Вот такое чудо китайского пиджака пошива текстильной промышленности попалось мне в развес в бинах. Вон, смотрите. Название Бенми Шауэр. Ну так, слова, конечно, случайным образом. Ну, может быть, у них на китайском что-то это значит. Или близко к чему-то, что у них что-то значит. Ну, естественно, все это синтетика. Но, кстати, не сказать, что прям очень плохого качества. Такого. Его же прям уже совсем галимое. Одна пуговица. И причем, смотрите, самое странное. Застежка на мужскую сторону, а рукава короткие, женские. Загадка. Но я уже связался с женщиной, которая у нас занимается одеждой для студентов. Фотографию ей послал. Она говорит, приноси. Я думаю, что кому-то подойдет. И представляете, на работу кто-то придет устраиваться. Я вспомнил, вы такой зеленый и плоский, лежите на газоне, вас не видно. Ну, это вообще, конечно. Ну, мне он там обошелся где-то в $2, так что. Ух, винтажная тужурка. Не знаю, что это. Полупальтишко, пиджак и пальто. Пальто, пиджак. Пиджальто. Тут, видите, рыбий мех. Здесь вельвет. В отличном состоянии. В развес было. Сейчас покажу фирму. Вот фирма вообще ничего не говорит. Шенхаус. Спортивная и другая внешняя одежда. Конечно, винтаж. Говорить даже нечего. Но не сказать, что прям дико дорогой. В районе 50, я думаю, будет стоить. Ну вот, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока.